Доброго времени суток, дорогие подписчики и гости моего канала. Как-то в своем видео на канале я показывала, как связать носки таким необычным способом. Первый раз я так вязала. Из двух частей носки вяжутся. Вот одна часть вот у меня одного цвета и другая часть. Если носочки износятся, как вот у меня на пятках дырки образовались, здесь тоже, то можно вот распустить эту часть, вот светлые, где ниточки, и довязать носок. Весь носок распускать не надо. Очень удобно таким способом вязать. Вот сейчас я буду распускать вот эту часть у носочков и довязывать другими нитками. Так вот я взяла ниточек. Не знаю, одних черных мне, наверное, не хватит на 2 носка. Буду как-то комбинировать. Итак, распускаю носок. Светлую часть распускаю. Вот эти части я сшивала. Можно вязать, просто прихватывать петельку вот эту, чтобы не сшивать. Просто при вязании вот прихватывать здесь. Я раньше этого не знала, теперь вот, наверное, так попробую вязать. А то здесь вот у меня получился шов с этой стороны и с этой. Сейчас я их распущу. Вот посмотрите. Вот эту часть я сшивала. Вот эту часть сшивала. И здесь также сшивала. Можно при вязании просто подцеплять и не сшивать. Так, распускаю дальше это все. Вот я распустила, здесь остались открытые петли, и здесь остались открытые петли. Теперь мне надо довязать сначала пятку. Начинаю вот эти петельки на спицы, начинаю вязать пятку, а затем уже вот подошву. Довяжу вот до сюда, вот где этот цвет, и уже здесь буду закрывать. Вот я начала вязать красной ниточкой. Провязала я сначала на 2 спицах 19 рядов и сформировала пятку. В середине у меня пятки 8 петель, а по краям по 6. Всего 20 петель. Вот так вот получилось. Так, я хотела вот здесь, чтобы не делать шов, прихватывать петли, но у меня что-то это не пошло, мне не понравилось, не получается у меня. Так что я буду вязать отдельно, а затем здесь сделаю шов. Ниток у меня мало красненьких. Я сейчас подошву буду вязать черной нитью. Теперь мне надо связать черной ниточкой. Вот 30 рядов у меня получится вот до сюда. Также одним полотном на 2 спицах вяжу. Вот я провязала. Теперь мне надо здесь спицу вставить в петли. Так, теперь черные, ниточка черная мне не нужна, ее можно отрезать. Теперь я буду вязать красной ниткой. Надеюсь, хватит мне этого клубочка. Теперь я буду вязать по кругу на 4 спицах. Вот так. Сразу распределять буду на 4 спицы. Провяжу я 7 рядов. Примерно сантиметра или 1,5. Вот смотрите, я распределила на 2 спицы. Теперь дальше вяжу по кругу. Мне надо теперь соединить вот эту спицу. Вот так. И провязать здесь 10 петель. Потом на другой спице 10.
Вот одну провязала, теперь вторую. Так, провязала. Теперь надо соединить, чтобы было по кругу. Один ряд уже связан. Вяжу следующий. Так, вот посмотрите, я провязала 7 рядов по кругу. Все эти кончики потом я уберу. Теперь мне остается закончить носок. Буду убавлять петли, а затем сошью. Сделаю шов с этой стороны и с этой стороны. Вот я закончила. Такой носочек у меня получился трехцветный. Ну ничего, эта часть будет подошвы, ее не будет видно, когда будет носок на ноге. Сшила, здесь закончила. Так. Это подошва. Эти черные ниточки не будет видно. Так. И теперь закончу второй носок. Все, я закончила. Второй носочек довязала. Ниточек мне хватило. Вот такие носочки получились, отреставрированные носочки. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всем всего самого доброго. До новых встреч!